Израиль и Турция опасно приближаются к вооруженному конфликту в Сирии после Асада, ставя США и НАТО в неловкое положение. Об этом в своей статье на Asia Times пишет авторитетный научный сотрудник в области внешней политики Майкл Уолш. Он является приглашенным научным сотрудником Центра ближневосточных исследований Калифорнийского университета в Беркли и старшим научным сотрудником африканской программы в Исследовательском институте внешней политики. По его мнению, существует высокая вероятность того, что Израиль и Турция могут вступить в войну. В течение следующих 3 месяцев у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет возможность предпринять политические меры, чтобы попытаться пойти ва-банк в Сирии. Главный вопрос, который он должен себе задать, заключается в том, должно ли его правительство довольствоваться нынешним положением дел или стоит рисковать и давать отпор турецкому экспансионизму сейчас, а не в будущем. С аналитической точки зрения, существует много неопределенности вокруг различных иностранных субъектов, действующих на местах в Ираке и Сирии. Это включает вопрос о том, какую роль вооруженные силы Турции могут попытаться играть в своем ближнем зарубежье теперь, когда Башар Асад пал. Это важный вопрос. Комиссия Нагеля недавно оценила, что риск прямого конфликта между Израилем и Турцией реален. Это побудило ряд видных израильтян призвать свое правительство подготовиться к войне с Турцией. В автономной администрации Северной и Восточной Сирии, также известной как Раджава, падение Асада предоставило президенту Турции Реджепу Таyyипу Эрдогану аналогичную возможность для принятия политических мер, чтобы начать борьбу с поддерживаемыми Америкой курдскими силами в Раджаве. После падения Асада эти курдские бойцы стали объектом целенаправленных атак со стороны турецких вооруженных сил и их доверенных ополченцев. Теперь Турция угрожает полномасштабной военной операцией против этих союзников США, если они не отступят и не примут условия Анкары относительно будущего Сирии. Не будет преувеличением сказать, что турецкая экспансия представляет собой экзистенциальную угрозу для альянса НАТО в его нынешнем виде. За последние пару лет Турция и США несколько раз были опасно близки к прямому конфликту в Сирии. При администрации Байдена американские военные приняли чрезвычайную меру, сбив вооруженный беспилотник своего союзника по НАТО, когда он пролетел в 500 метрах от американских военных сил. Это было отмечено как первое в истории применение Америкой военной силы против Турции. После этого происшествия, которое американские военные расценили как нападение и сбили турецкий дрон, по крайней мере, один аналитический центр в Вашингтоне инициировал серьезную дискуссию о том, не следует ли Белому дому настаивать на исключении Турции из НАТО. Хотя этого и не произошло, позиция турецкого экспансионизма и примирения за последний год потерпела крах в основных американских внешнеполитических кругах. Поэтому администрация Нетаньяху в Израиле столкнулась с озадачивающим положением дел. Новый происламистский режим в Дамаске заявляет, что хочет мира с Израилем. Однако этот мир будет стоить дорого для национальной безопасности Израиля и его внешнеполитических интересов. Это не только повлечет за собой риск краха сопротивления прозападных фракций по всей Сирии, но и создаст неосманскую сферу влияния вдоль северной границы Израиля. Поддерживаемым США сирийским демократическим силам и администрации Трампа также придется сделать сложный выбор. Без полномасштабной поддержки Соединенных Штатов сомнительно, что курдские силы, являющиеся союзниками Америки, смогут выдержать полномасштабное наступление турецких вооруженных сил и сирийских ополченцев, являющихся союзниками Турции. Тем временем администрации Трампа придется подумать, как поступить с прецедентами, когда вооруженные силы Турции и турецкая разведка нацелились на американские военные силы и их союзников в Ираке и Сирии. Сирийские демократические силы надеются, что администрация Трампа рассмотрит эти прецеденты через призму сделания американской армии снова великой. Если это так, то трудно представить, как администрация Трампа могла бы примириться с вооруженным турецким экспансионизмом после того, как турецкие вооруженные силы фактически направили оружие на американских солдат. Проблема для сирийских демократических сил заключается в том, что администрации Трампа может потребоваться несколько месяцев, чтобы разработать последовательный подход к Сирии. Тем временем турецкие вооруженные силы могут попытаться навязать свою позицию.
начав полномасштабное наступление на Ражаву. Это не оставляет сирийским демократическим силам другого выбора, кроме как обратиться к израильтянам. Вопрос теперь в том, как отреагирует администрация Нетаньяху. Одним из вариантов могло бы стать предоставление сирийским демократическим силам достаточной политической, военной и разведывательной поддержки, чтобы они могли расширить территорию Ражавы вплоть до Средиземного моря. Этот шаг приветствовали бы сирийские демократические силы, поскольку независимое государство Курдистан, вероятно, не смогло бы выжить без гарантии доступа к морю. И ни один из его соседей не был бы готов предоставить такой доступ на выгодных условиях. Этот шаг также предоставит Израилю сильно милитаризованную зону отчуждения между Турцией и новым режимом в Дамаске. А это, в свою очередь, даст Израилю гораздо больше рычагов для попыток сформировать будущее Сирии. Проблема в том, что это может привести к прямой конфронтации между армией обороны Израиля и Моссадом с одной стороны и вооруженными силами Турции и национальной разведывательной организацией MIT с другой. И это будет представлять экзистенциальную угрозу для НАТО в его нынешнем виде. Рассмотрим следующие сценарии. В первом случае Израиль совершает прямую атаку на турецкие вооруженные силы. В этом случае Турция будет утверждать, что положение статьи 5 НАТО потребует от других государств-членов НАТО приступить к самообороне. Во втором случае Турция наносит прямой удар по израильским силам обороны. В этом случае Израиль будет утверждать, что США должны исключить Турцию из НАТО. Эти сценарии представляют три проблемы для Турции. Во-первых, большинство стран-членов НАТО, вероятно, не захотят присоединиться к военному наступлению против крупного союзника, не входящего в НАТО. Единственным исключением будет чрезвычайное обстоятельство, такое как неспровоцированное нападение. Эти условия, вероятно, не будут выполнены в первом сценарии. Во-вторых, будет сильная поддержка упреждающего отстранения Турции от НАТО среди других государств-членов военного альянса. Это позволит избежать необходимости отвечать на неудобный вопрос о том, следует ли Турции прибегать к самообороне в первом сценарии. В-третьих, в Вашингтоне будет сильная поддержка самообороны Израиля во втором сценарии. Хотя Министерство обороны и разведывательное сообщество не захотят вступать в прямую конфронтацию со своими турецкими коллегами, но они будут восприимчивы к поддержке усилий Израиля по наложению серьезных последствий в случае прямого нападения Турции. По этим причинам президенту Эрдогану следует как можно скорее попытаться снизить растущую напряженность в отношениях с Израилем, если только он еще не принял решение о будущем своей страны вне НАТО. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.